Здравствуйте, добро пожаловать на канал Нагалина Jewelry. Меня зовут Елена, и я занимаюсь созданием украшений ручной работы. Сегодня хочу сделать небольшой обзор на интересные позиции с AliExpress. Это не совсем распаковка, то есть тут некоторые совсем новые, а некоторые вещи, которые получила я давно даже. Это мелочи, но они полезны, эти мелочи интересны, их мало кто показывает, и бывает иногда сложно их отыскать. Вот, или не совсем понятно, как их применять. В общем, я хотела как раз вот о таких мелочах, но нужных и полезных поговорить. Вот. Так, давайте вот покажу. Давайте я сначала покажу вот эти вот штучки. Вот смотрите. Это швензы из нержавеющей стали. Швензы, да? Вот они. Вот. В общем, видите, какие они. То есть получаются такие вот асимметричные, интересные серьги. Вот. Интересная позиция. Есть такие под золото у меня, вот под серебро. В общем, очень просто сделать такие эффектные, стильные серьги вот таким вот способом. То есть не нужно нам брать, ничего не надо гнуть, вот, ни проволоку, ничего. То есть просто вот они сами есть, вот сами такие вот по себе. Они есть там даже какие-то немножко разные дизайны. Не по моей ссылке, в принципе, я видела, но я взяла вот такие вот, довольно-таки крупные. Вот. Они из нержавейки, то есть качество хорошее. В общем, все с ними так. Вот. И вживую они смотрятся очень даже хорошо. То есть, если вы на них засматривались, вот очень даже неплохо. Следующий момент, это вот такие, смотрите, вот такие штуки. Это надевается на ухо. То есть, если вот оно ухо, вот это надевается вот сверху, а это получается внизу, там, где мочка уха. В общем, вот эти штучки, вот эти вот это все, оно скрыто за ухом. Вот. Для чего они нужны? Чтобы можно было сделать моносерьгу или две серьги, но очень крупные. То есть что-то вот такое очень крупное, тяжелое, которое на сережку ты не повесишь. Вот, и видите, дырочек много, то есть можно сделать прям такой вот каскад чего-то. Вот покажу пример. Делала я вот такую сережку, моносерьгу я делала. Видите, был у меня такой комплект этих зимних ходоков, White Walkers. Вот, делала я с лабрадоритом. И вот, вот такую моносерьгу я сделала себе. Вот видите. То есть она довольно-таки вот ощутимая по весу получается. Но за счет того, что висит это все не на одной дырочке, держится в ухе, в мочке уха, а на всем ухе, вполне себе это можно носить. Вот, смотрится это, конечно, так интересно, немножко, ну, в общем, немножечко панковский, готический, но если нравится такой стиль, ну, хотя, опять же, оно так смотрится вот из-за вот того, что я понавешала сюда. Вот, то есть можно-то навесить что угодно, в общем-то, и будет смотреться очень даже романтично. Вот, но это вот удобно, когда хотите сделать такую очень крупную серьгу, длинную. Вот, и еще что хотела показать, вот видите, я здесь загнула, вот по сравнению с новой, видите, как я подогнула по своему уху, чтобы оно держалось хорошо. Вот, то есть они, ну, такие прочные, как бы твердые, да, вот, но все равно ее можно вот подогнуть так, как надо, эту сережку. В общем, мне очень они понравились. Насчет того, как они хорошо носятся, ну, вот знаете, мне сложно сказать. Это вроде бы не нержавейка, а просто какой-то вот сплав, но вот несколько раз носила, несколько месяцев этой сережки. Ну, вот как бы выглядит вроде ничего. Вот. Ну, вот как-то так. В общем, вот такие вот интересные детали. Теперь вот такие вот швензы тоже, смотрите. Так, где что-то вставлено было, нет? Вот такие швензы, тоже гвоздики. Это вот швензы с ситечками. Вот они. Есть такие колечки, да, есть такие серьги, вот, ну, на дужке, есть такие вот основы для брошей. Кстати, основы для брошей я тоже заказывала, но они мне не дошли. Вот. И вот такие гвоздики. В общем, чем они классные? Вы можете взять вот это вот ситечко,
накрутить сюда, пришить или на проволоку, вот я делаю, да, на пины, накрутить чего надо, вот, и просто вот так вот вставить и зажать, и все. И серьги готовы. Смотрятся они красиво, эффектно. Это, опять же, нержавейка, то есть носятся они хорошо, они удобные. Но вот единственное, что предупрежу, смотрите внимательно, что вы сюда крутите и пришиваете, потому что это гвоздики. Если сережка получается очень тяжелая, то она, естественно, будет так вот заваливаться и смотреться не очень. А так вот для небольших, но таких интересных, что ли, сережек смотрится классно. Просто как, мы же обычно как, пришиваешь на фетр, да, потом делаешь основу, гвоздик, а здесь ты просто, получается, не нужно ничего пришивать, можно просто накрутить и вставить вот так вот. Ну, мне показалось это очень удобно. Можно очень быстро сделать красивые эффектные серьги. Так, еще основы для сережек, посмотрите какие, вот такие. Тоже это нержавейка, это вот такие чашечки. Знаете, я взяла с петлей, мне удобнее покупать такие вещи с петельками. И эту петельку можно запросто откусить этими кусачками, если она не нужна. Но если нужна, значит можно прицепить что-то. В общем, это чашечки. Видите, они не плоские, они чашечки. Для чего это удобно? Очень удобно туда вставлять какие-то кристаллы или риволи. Вот. Сюда я заливаю смолу и вставляю кристалл. В общем, я их использую, ну вот именно для сережек каких-то гвоздиков или еще чего-то. То есть можно вот саму, ну как, сделать интересную швензу самому, если нужно, или использовать ее как основу для сережек. Так. То есть с помощью вот этих вот основ можно сделать или интересные серьги-гвоздики, да. Вот у меня, кстати, есть МК, я делала сережки-гвоздики, оплетенные риволи, вот как раз с такими основами. Вот. Или можно сделать интересную швензу самому. Вот. Вставить сюда кристалл, какой вам нужен, или жемчужину, или еще что-то. То есть очень, очень они этим удобны. Да. В общем, хорошие. Рекомендую. Далее. Еще для сережек же вещи. Это вот такие кафы. Смотрите. Вот. Эти вот под бронзу у меня. И здесь вот в самом кафе есть маленькая дырочка. Сейчас покажу. Вот она. Но тут вот она еще идет с колечком. Вот. Вот так. В общем, вот такие вот они, эти кафы. Это можно делать или просто сережку каф, да, или вот сейчас покажу, я делала сережечку. То есть вот она, сама серьга, то, что вставляется в мочку уха, да. А вот на цепочке идет, я приделала каф, видите? И вот, ну, по принципу вот этого, то есть вот это все идет как бы немножечко за ухом, и вот видно, как вот это болтается. То есть тоже такой немножко этно, немножко бохо стиль. Вот, тоже то есть вот он. Еще один вариант, вот сейчас покажу каф, это вот такой я взяла. Это нержавеющая сталь, серебро, соответственно. Тоже здесь идет вот небольшая, есть дырочка сверху. Вот. То есть вот, в общем, два варианта кафа. Так, еще один момент, это вот посмотрите, что я нашла. Вот такие вот бейлы, как бы, для того, чтобы сделать из броши кулон. То есть для трансформера они. Они есть, вот сейчас покажу. Вот видите, вот она у меня брошь. Вот брошь у меня. Вот так вот у нее идет булавка. Вот так вот надеваете на нее этот бейл, и получается одним легким движением брошь превращается в кулон. Вот. Ну, конечно, это можно сделать и чем-то подручным, но мне, правда, было очень интересно. Но это, правда, очень легко. Вот прям, ну, очень легко. Вот. То есть можно при людям, которые покупают, покупателям просто при покупке броши сразу вкладывать вот такую вот. Ну, это, конечно, будет работать только если заколка у броши сделана или вот так, четко горизонтально, или четко вертикально, конечно.
Ну, то есть там что-то под углом, под странным не пойдет. Но вот в некоторых случаях можно просто вкладывать вот такой бейл для многофункциональности. Вот, и смотрите, вот этот он идет, получается, для горизонтально расположенной булавки, а есть еще бейлы, у которых они подходят для вертикально расположенной булавки. И они есть в золоте тоже. Вот, ну вот я взяла один вариант, просто посмотреть. Было мне очень интересно. Неплохо. Он крупный, вот, но с другой стороны сюда влезет, в принципе, любая цепь практически. Или шнурок. То есть, в общем, вот. В общем, я довольна тоже этой покупкой, вот, очень интересно. И последний момент, это вот такие, сейчас, вот такие треугольные соединительные элементы. Вот видите, как они, ну, колечками их не назвать, это соединительные треугольнички. В общем, их хорошо использовать в какие-то вот капельки для того, чтобы для подвешивания капелек. Вот сейчас покажу. Например, есть у меня вот такая капля. Видите? Конечно, вставлять вот их тоже не, ну, так это, довольно-таки сложно все равно, потому что нужно сначала немножко вот здесь расширить вот это расстояние, и потом очень аккуратно поджать, чтобы не испортить саму каплю. Но это гораздо проще, чем пытаться вот надеть сюда колечко, потому что у кольца у него же, тут же отверстие-то идет четко, прямо, а колечко, оно закругленное. Получается очень-очень сложно сделать что-то с колечком. То есть нужно брать просто проволоку и вот как-то его там накручивать и делать петлю. В общем, вот эти вот треугольники, они упрощают жизнь, конечно, очень даже. Вот, ну вот я взяла микс цветов. Тут есть бронза, серебро. Сейчас проверю, какие еще цвета. Бронза, серебро я вижу и золото. В общем, ну и можно отдельно взять цвета. В общем, тоже хорошая позиция, потому что у меня каждый раз вот с этими каплями, это, знаете, начинается мучение. Ну вот, как их привешивать? Или вот пришивать их. Ну вот, когда делаешь украшения просто сборные, честно, не хочется возиться с нитками и бисером. Вот, поэтому такие треугольники могут вполне себе спасти ситуацию. Ну и это очень... Вот все вот эти позиции, они совершенно недорогие. Я думаю, стоит их иметь в своих запасах для разнообразия, для создания таких интересных украшений. Вот. В общем, надеюсь, это видео было вам полезным. Надеюсь, я вас сподвигла на нужные какие-то покупки. Вот. И если вам это видео понравилось, пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарий, если хотите. И увидимся с вами в следующем видео. До свидания.